Все вы прекрасно знаете, сколько софта сейчас в матчмейкинге, поэтому, чтобы не играть с дурачками, приходится играть на сторонних площадках, такие как ESEA или Faceit. И как вы поняли из названия ролика, речь пойдет о Faceit, а именно премиум Faceit, а также о банковской карте, которая будет актуальна для жителей России. И еще отвечу на главный вопрос, сколько на карте и премиуме можно заработать. Ну а теперь по порядку. Стоимость премки на 1 месяц составляет 600 рублей. Просто держи эту цифру в голове, при подсчетах мы к ней вернемся. После покупки премиума тебе будет доступно несколько плюшек, и на мой взгляд они максимально бесполезны. Ну да, ты можешь выбрать несколько карт, на которых ты будешь играть, или каждый раз капитанить, ну или на крайняк премиум поддержка. Только зачем, непонятно. Самое главное, на мой взгляд, ты получишь доступ к миссии, суть которой выиграть 60 игр в течение месяца, и получишь ты за нее... Нет, ты получишь 20 тысяч Faceit поинтов. Также запомни эти 20 тысяч, они нам понадобятся при подсчетах. И да, если ты все-таки соберешься выполнять это задание, то лучше всего стоит приобрести премку именно 1 числа, чтобы не терять дни на выполнение задания. Когда я впервые узнал о том, что нужно выиграть 60 каток, я подумал, фигня. За месяц изи сделать эти победы. Но как же я ошибался. По итогу, чтобы сделать 60 побед, мне пришлось сыграть 120 каток. И это в среднем 120 часов игры, не считая время на разминку и через день на тренировку. По сути, если разделить общее количество игр на количество дней, то получается не так много. Но давай вернемся в реальность. Бывали дни, когда я играл по 7-9 игр в день, и из них выигрывал 2-3. А бывали дни, когда я играл 3-4, и все из них были выиграны. Поэтому надеяться, что вот лично тебе повезет с винрейтом, особо не стоит. В заключение мы к этому еще вернемся. Ну а пока давай поговорим еще о такой штуке, как премиум подбор. Если сравнивать по токсикам и руинерам, то на премиуме их, конечно, меньше, кто бы что ни говорил. Также меньше и детских голосов в катке, для кого-то это будет прям жирным плюсом. Еще к плюсам можно отнести возможности кикнуть игрока и взять вместо одного перерыва сразу 4. Ну и про минусы я не забуду упомянуть. Во-первых, как по мне, слишком мало игроков в премиум подборе. По сути, вы соревнуетесь с маленькой кучкой людей, где с 3-м левелом тебя могут закинуть к 5-м, к 6-м, и также наоборот. А во-вторых, слишком много смурфов, особенно в нашем российском комьюнити. Когда начнем говорить о банковской карте, ты поймешь, откуда они взялись. Ну и, собственно, гвоздь сегодняшней программы — это банковская карта Visa Faceit. Не могу не сказать об очень маленькой неприятности, хотя для кого как. Чтобы у тебя был доступ к ладерам, у тебя по этой карте в неделю должно проходить по 3000 рублей. И да, перевод с карты на карту не работает, поэтому их придется именно тратить. Лично я к этому отнесся максимально спокойно, ведь какая разница, с какой картой ходить в магазин за продуктами? Правильно? Правильно. А так, ты еще и получаешь какой-никакой, но бонус. А теперь давай поговорим про сам бонус. Бонусом я считаю доступ к ежедневным ладерам. Назовем это соревнованием в каждой категории. Существует всего 4 категории, или по-другому ладеры. Первый ладер с 1 по 3 левел, второй ладер с 4 по 7 левел, третий ладер с 8 по 9 левел и четвертый ладер для 10 левелов или левелов. Как правильно? Напишите в комментариях. Покажу на примере своего ладера. Это с 4 по 7 левел. Вот этот чел сыграл 5 каток, из них выиграл 4. Если никто его не обгонит по статистике, то он займет 1 место и получит 12,5 тысяч Faceit поинтов. Неплохо, спросишь ты? Отлично, скажу я. Поди плохо всего лишь за один день залутать 60% выигрыша, который тебе предлагает миссия, на которую у тебя уйдет практически месяц. Но объективно, такой результат выбить достаточно сложно, тем более с нынешней системой подбора. В любом случае, придется играть фуллстаком и играть обычный подбор, так как на премиум подборе фуллстак у вас собрать не получится. Максимум вы сможете запуститься втроем, и в любом случае двое будут рандомами. А ты и без меня знаешь, каково это играть с рандомами.
Ну а теперь пора подвести итоги. Лично для меня это был максимально позитивный опыт. Да, куча потраченного времени, проигранных каток с максимально близким счетом, нервы и прочее, но все же приобрел я куда больше, чем потерял. Кстати, о том, что приобрел. За этот месяц, который я играл в Faceit, мне в общей сложности капнуло 50 тысяч Faceit поинтов и удалось вывести 4000 рублей в Steam. Учитывая, что я играл примерно 90% игр в соло, для кого-то это может быть вполне хорошим вариантом. Но давай посмотрим на это все с другой стороны. Если задать вопрос, стоит ли оно того, я могу с уверенностью сказать, что нет. Объективно, я просрал целый месяц ради 4000 рублей и одного ролика, который соберет не больше 300 просмотров. Кстати, поддержи этот ролик лайком, так ты поможешь в его продвижении. Просто это тильт, потеешь целый месяц ради ролика, и он собирает 300 просмотров. Короче, это максимально непродуктивное времяпровождение в моем случае. Если ты настроен по 10 левел, или ты уже 10 левел. Если играешь по 6-10 игр в день, каждый день, то, наверное, эти заработанные деньги могут тебе помочь, но только не в моем случае. Лично для меня это потраченное время в никуда. Если я что-то упустил или у тебя остались вопросы, ты можешь написать об этом в комментарии. Я все комментарии читаю и на все отвечаю. Спасибо, что досмотрел или досмотрела ролик до конца. Не забудь прожать лайк и подписаться на канал. Кстати, на канале часто проходят стримы, и я буду рад увидеть тебя снова.